Всем привет, вы на канале Пользы.нет. Realme GT 6 китайской версии со всеми бендами топим. Ну какая-то радость для народа, особенно для хейтеров, если они не увидят, как у меня 40 штук утонуло, да? Ведь это BBK, Vivo X100S у меня погибло. И вот когда вот такие вы видите пузырики из динамика, лучше вытаскивать его сразу. Почему? Потому что это значит, что это BBK решили просто минус один девайс сделать. Ладно, очень надеюсь, что он выживет. По поводу того, как он будет отрабатывать после утопления, я расскажу. Так делать ни в коем случае нельзя. Дождя боится любая электроника. А по моему опыту BBK ее боится в 10 раз больше, даже если у него есть защита от влаги официальная. Уж тем более, когда ее нет. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет. Меня зовут Саня. И здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня вполне возможно у меня это получится. Почему? Потому что я буду рассказывать вам о Realme GT 6, притом китайской версии. Почему у нас люди не любят обычно китайские версии? Потому что нет русского языка. Вот здесь есть, это BBK, он всегда есть. Потому что нет всех бендов, а они здесь есть. Потому что есть блок, но GT 6 китайских версий в магазинах, неважно на какой площадке вы будете брать, 99% что он будет разблокирован еще на заводе. Съемка в 4К 60 FPS на основной модуль. Помимо этого быстрая внутренняя память, оболочка очень хорошая. Сверху еще докидываем LTPO-шный экран. Вы ощущаете как, да, сразу? Металлическая рамка. И вот это вот все... В таком смартфоне, где же подводные камни? Их здесь, я вам скажу, просто море как раз на эту супер скидку за этот супер процессор. Почему? Потому что я сравнивал его с Xiaomi 14T, который, в принципе, я думаю, во время распродажи, когда они разделят его с планшетом при продаже, будет стоить так же. Может быть, этот будет стоить еще дешевле. А почему он стоит будет, может быть, еще дешевле? Может быть, кто-то посмотрит мой обзор. Вот этот, который вы сейчас видите. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, разумеется, я разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro ежемесячно. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Если вы победите, я вам напишу. Если вы не ответите в течение месяца, я его переразыграю. И еще iPhone 16 разыгрывается на Новый год. Условия по ссылке в описании, в ролике. Там все просто. Перейдем к смартфону. Начнем. Распаковка. Поставляется смартфон в черной упаковке из плотного картона с названием и краткими характеристиками модели. Выглядит упаковка хорошо, пакинг неплохой. В комплекте у нас силиконовый чехол, краткое руководство, ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, притом олеофобка у нее прям нормальная, блок питания на 120 Вт, и это безумно радует, и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Все стандартно. Габариты смартфона 162 на 76 на 9 мм и вес 207 грамм. Повторяю, что GT 6 это китайской версии. Он полностью отличается от GT 6 глобальной версии. Приобрести смартфон можно в белой, фиолетовой и темно-серой расцветке. В последней расцветке на тыльной части находится изображение Луны. И смотрится это дело, как по мне, круто, но однозначно подобная расцветка на любителей. Дизайн модели интересный и современный, тыльная часть выполнена из стекла, а рамка металлическая, за что плюс. В плане эргономики вопросов особо нет. Смартфон хорошо лежит в руке, он не тяжелый и не громадный. Как и в глобальной версии, данная модель имеет защиту по стандарту IP65. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, 2 микрофона, USB Type-C OTG версии 2.0, за что минус. Могли бы установить более свежую версию Type-C, правда? Хотя, смотря как смотреть, за эти деньги мало кто имеет более свежий Type-C-шник. Отсутствие мини-джека, учитывая ценовую категорию, в целом не удивляет. Плюс за то, что есть ИК-порт, но расположили его в блоке камер, а не в верхнем торце. Динамики настроены с поддержкой технологии O-Reality Audio и пространственного звука. Плюс есть сертификация Hi-Res Audio. Качество звука совсем не лучше, и это даже не полуторка, это 1.25 по ощущениям. Разумеется, это все ручками можно поправить, но радости от этого мало. Bluetooth-чип установлен в версии 5.4. Вот что значит хороший обвес, да, если процессор последний. Линейный вибромотор по оси X установлен с технологией O-Haptics. Качество вибрации хорошее, учитывая его габариты. Ко всему можно настроить силу вибрации. Мы встречали лучше, но за эти деньги прям топчик. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED BOE S1 Plus 8T LTPO дисплеем с диагональю 6,78 дюйма. Лопата. Разрешением 2780 на 1264 пикселя, защитой Crystal Armor Glass, плотностью пикселей в 450 ppi, цветовым охватом 100%
DCI-P3 контрастностью 5 миллионов к 1, соотношением экрана к корпусу 93,9% и 10-битной матрицей с частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц. Ко всему можно настроить частоту обновления экрана отдельно для каждого приложения. Разрешение экрана можно менять, плюс есть различные функции для улучшения отображения видео и фотоконтента. Для защиты зрения используется технология LVYE-AI, и экран в этом плане хорош. Глаза действительно не устают, плюс на борту шим затемнения до 2160 Гц. Показатели шима выше 15% не поднимаются, если измерять радексом, а при измерении вторым прибором ТК шим поднимается до 40%, что очень хороший результат. Посмотрите другие обзоры и удивитесь, как производители вообще не беспокоятся о зрении своих пользователей. Производитель заявляет о яркости в 6000 нит на пике. Разумеется, яркость по моим замерам на 100% с включенной функцией повышенной яркости 1200 люксов, на пике 1500 люксов. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, и частота сенсорной дискретизации 360 Гц, а частота дискретизации при мгновенном касании 2500 Гц. Сенсорный отклик как в играх, так и в обыкновенном сценарии использования отличный. Мультитач на борту, экран кликается на 10 касаний одновременно. Полноценный Always On дисплей на борту, но для его работы с приложением необходимо устанавливать глобальную версию AODA, чтобы он прям суперски работал. Так он работает и так. И очень много всего, что есть в прошивке, нужно допиливать ручками. Открывайте форум. Не все так просто, как вам кажется. Разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, с поддержкой измерения сердечного ритма, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер, хотя расположен низко, отрабатывает довольно хорошо. Пусть он и не супер быстрый. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя, за что отдельный плюс от меня. Распознавание лица срабатывает хорошо и даже под углом, но зарегистрировать биометрические данные можно здесь только одного лица. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3,3 ГГц. Напоминаю, что GT6 глобальной версии был установлен Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Он послабее. Система охлаждения здесь имеет общую площадь в 11472 мм квадратных. Графический процессор Adreno 750. Для игр, как всегда, в линейке GT используются технологии для улучшения игрового процесса и режим GT. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0. На выбор 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Система на данный момент Realme UI версии 5.0 на базе Android 14 версии с русским переводом. Пока 15 версия Android не прилетала, но прилетит. Есть поддержка ассистента Next AI, управление жестами. В системе много китайщины, которую можно убирать, но для этого необходимо будет слегка подумать мозгами, почитать форумы и похимичить. Уведомления приходят, но тоже нужно будет их настраивать. Притом кое-что даже через ADB, для того, чтобы у вас меньше ело заряд аккумулятора. Региональная блокировка присутствует. Кто-то без проблем получает код от продавца и разблокирует. У кого-то проходит все не так гладко, но это нужно учитывать. Обычно, если ты покупаешь в любом магазине, не обязательно на Али, там указано, разблокировано или нет. И обычно это State 0, то есть это разблокировано еще на заводе. Сколько людей у меня знакомых не купило на Алишке, ни у кого проблем с блокировкой не было. Вот кто пытался через китайских перекупов, ощутили всю глубину глубин блокировок от BBK. Грубо говоря, проблемы есть, но и решение можно найти в интернете. В конце концов, даже если у тебя заблокированный смарт, я с этим уже не раз сталкивался, можно заплатить несколько десятков долларов, и тебе его разблочат через Индию. Но это тоже уже другая история, я не советую этим заниматься. По связи имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей с технологией Dual, 4G сетей со всеми бендами и ниже. Датчик приближения работает великолепно, он здесь физический, связь смартфон ловит хорошо, стабильность отличная. К слову, смартфон использует улучшенную систему Sky. Модули на все обновленные, MirPay встает без проблем. Для навигации есть поддержка двухдиапазонного GPS L1 плюс L5, GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра. Далее, емкость аккумулятора 5800 мАч, заряжается от родного адаптера питания на 120 Вт, он с 0 до сотки за 35 минут, беспроводной зарядки здесь нет, как и беспроводной реверсивной зарядки, за что минус. В PC-марке смартфон выдал 10 часов 16 минут, Work Performance 19 тысяч, смарт может прожить больше суток, что хорошо, но опять же, в играх смартфон за час поедает 30%. В том же PUBG New State у нас он сбросил яркость через 25 минут, 290 люксов, это жесть, потом еще и до 200 люксов сбросил. Помимо этого, FPS он тоже через 25 минут сбросил. Вы сможете играть в него, но недолго. Скажем так, для многочасовой игры нужен будет кулер и еще ручками поползать в прошивке. Притом это было в режиме GT, хочу отметить. При просмотре роликов на YouTube за 1 час уходит в среднем 4-5% заряда. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 310 гипсов минимально, максимально 504, в среднем 395 на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбивает в Geekbench, 3D Mark и всем
остальном вы видите на экране, но как раз по поводу вот этого сброса частоты и яркости. Вы можете обратить внимание на Extreme Stress Test, и здесь всего 59,3% устойчивости. Либо надо было процессор задушить им чуть-чуть, либо что-то придумать с охлаждением. Смартфону уже не 1 месяц, я его гоняю, получается, месяца 3 старта продаж, но по этой причине они и дропнули ценник, мне кажется, потому что сейчас на этой ближайшей распродаже можно будет эти 1 900 000 попугаев в Antutu приобрести довольно выгодно. Storage тест показал очень хорошие 184. Переходим к камерам. Здесь все скромно. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.88 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Да, что очень странно, 8К здесь нету. 4К 120 FPS тоже отсутствует, разумеется. Сверхширик стандартно убогий Sony IMX355 на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, апертурой 2.2. Фокусное расстояние 16 мм. В тыльной части также можно обнаружить кольцевую LED-вспышку, но на этом в принципе все. Даже телефотосенсор отсутствует, в отличие от GT6 глобальной версии, что очень странно. Ну, глобалка фотки значительно круче делает. И видео лучше по мне пишет. Фронтальный сенсор S5 K3 P9 на 16 мегапикселей с апертурой 2.5, углом обзора 82,3 градуса, максимальное разрешение для съемки видео с фронталки 1080p 30 fps. Я сравнивал данную модель со смартфоном Xiaomi 14T. Вкратце, Realme показал себя очень плохо. Стабильность съемки никакая, есть фризы, пропуски кадров и не только. Камера у GT6 китайской версии это вовсе не сильная сторона, я бы сказал, что это последнее, о чем стоит говорить, вспоминая об этом смартфоне. Короткие примеры, как и сравнение, вы сейчас увидите. Исходники фоток, напоминаю, скачивайте в моей личной телеге. Но, к слову, в одинаковую стоимость, вот оно, 4К 60 FPS на Xiaomi 14T и 4К 60 FPS на Realme. С цветами вот туман правильнее виден на Xiaomi. Намного правильнее. То есть его вот больше. Но я бы сказал, что он здесь с переизбытком. То есть у Xiaomi я вижу сейчас больше тумана. Хотя может и нет. Наверное, столько тумана, сколько и есть в реальности. И на Realme чуть другая история. И вот разница в ультраширике. 4К 30 FPS против 4К против 1080p 30 FPS. То есть у нас у Realme 1080p. И в принципе оба ультраширика не блещут, но Realme-вский не блещет еще больше. Ну и про фронталки, вот они. 1080p 30 FPS против 4К 30 FPS. 5.40 утро. Динамический диапазон, конечно, кстати, самое интересное, лучше у этих 1080p. Угу. Лучше посмотрите позади меня. С другой стороны, вы же себя снимаете, да? Ну и вот он, лифт 4К 60 FPS, и, как говорится, все познается в сравнении. Вот так на 14T вы сможете себя снимать, так на Realme. Ну, Realme по съемке, конечно, может кому-то больше нравится, но напишите, может вам и правда больше нравится. Так, два основных модуля. Хочу отметить по поводу этого ультраширика. Я не знаю, что здесь и по какой причине такая штука, но вот она есть с дымкой. 4К 60 FPS, Бангкок, утро, 8. И вот так вы сможете против солнца снимать вокзал. Максимальный азиатский колорит на 30 секунд для вас. Вроде на 25. Так, ну еще 4К 60 FPS, день. Вот так. Метро. В Азии метро очень похоже. Прям безумно. И очень часто катает. Что в Японии, что вот сейчас в Бангкоке. Но вам не это важно, а как это дело снимает. Вот если стационарно стоит, смотрите-ка, как, кстати, Realme вытягивает здание позади. Хотя, опять же, там источник освещения. О!
Ощущаете? Снимаю на 14Т и здесь 14Т реклама. Ха-ха-ха. Личка. Прикольно. 4К 60 FPS, красиво и безумно ярко, то есть туда без солнечных очков смотреть возможности нет. 14Т загружался в этот момент, вот он все еще, наверное, пытается загрузиться, это очень странно. Сколько он будет прогружаться, вопрос, давайте-ка еще раз. И дубль 2, вот смотрите, все равно какие-то фризы у Xiaomi идут, хотя он минуты 3 уже как загрузился. Что это за тема такая? Очень странные дела. Ну что, 4К 60 FPS, ночь. Вот эти два волшебных смартфона. 14Т и прекрасный наш GT6 китайская версия. Давайте 10 секунд. И количество шумов, конечно, запредельное. Зумы бесполезные. X6, X10. Допустим, по X6 оба. Вот так X6. Штатно 2 ультраширика. Вот этот вот 1080p 30 fps у Realme, конечно, образец ужаса. Но X1 4К 30 fps. Оба выкручивают контраст, но Realme сильнее. И X2. Опять же, почему сравниваем? Потому что одинаковая ценовая категория. Плюс-минус. И две фронталки 1080p 30 fps против 4К 30 fps. Ну что, по классике 4К 60 fps, два основных модуля. И да, я вижу, что снимают они не одинаково. При том, что Xiaomi может быть даже и хуже работает со светом. Но это ночь, дождь, увидите потом по мне. И вот так вы примерно сможете снимать ночную действительность 4К 60 fps. Насколько хорошо или плохо решать вам. В целом картинка адекватная. Но, опять же, все относительно. На Xiaomi какие-то тормоза почему-то. И вот так. Да, но Xiaomi, смотрите, сколько вытягивает информация. На Realme вообще почти не видно дерева. Так, включаем два ультраширика 1080p 30 fps и 4К 30 fps. У Xiaomi 1080p 30 fps, у Realme, может быть даже Realme предпочтительная. Странно, правда? Ну и вот так отрабатывает фронталка в максимально противных условиях. Дождь, я думаю, видно по мне. Допустим, в лицо освещение. Так сможете себя снимать ночью, если оно будет вам надо. И 334. Вот так. Ну что, два основных модуля, 4К 60 fps. День очень не люблю днем какие-то съемки делать. Почему? Потому что все плюс-минус неплохо, все плюс-минус хорошо. И так как дневная съемка плюс-минус у всех одинаковая, хочется просто рассказать вам про то, что снимают смартфоны дороже $150 уже все отлично. А ту съемку, что я веду в 4К, вы видите в 1080p на YouTube. И я сейчас вижу лютейшую дымку, которую вы, к сожалению, почти нигде не видите. То, что вы ее не видите, плохо. То, что очень сильно Realme перекручивает цвета. Точнее, Xiaomi, кстати. Это не Realme, прикиньте. Это Xiaomi больше перекручивает сейчас цвета. Ну-ка вот. Да. Не сильно заметно, но заметно. И давайте зумы.
максимум. Зум, разумеется, ультраширик не работает в этом режиме. X10 против X6. И вот X6 против X6. Да? Ощущаете Xiaomi 13 против Realme, когда день. Вот днем разница всегда другая, как минимум. Это два ультраширика день. Максимально плавно, беззаботно. Как говорится, как постановочное видео. Сейчас Realme темнее делает контраст почему-то. Почему-то. И в Edem 1080p 30 fps. У Realme Zoom также X10. У Xiaomi уже X15. Но опять же тут такой X10, как вот они, два X10. Вот X15. Ну и ради интереса также съемка двух фигурок. 4К 60 fps. Обратите внимание, да, что получается автофокус работает и неплохо у Xiaomi, но картинка намного темнее. И обосновать это сложно. Может быть, это я так вижу, а по-настоящему, когда вы уже будете смотреть, будет по-другому. Но здесь разница значительная. Так, ну и как говорится, для частоты эксперимента 4К 30 fps против 4К 1080p 30 fps. И очень похоже на то, что Xiaomi берет и делает так же, как делает Pixel со своими фронталками, выкручивая контраст. Но вот так вы сможете себя снимать на эти фронталки. Мне больше импонирует, несмотря на динамический диапазон, который близок друг к другу, и несмотря на то, что картинка более размытая на Realme, но она реальнее выглядит, чем вот то, что я вижу приконтращенное и очень странное на Xiaomi. Сейчас зайду в помещение, и вот так, без дополнительного освещения, вы сможете себя снимать в помещении. Допустим, встал под дополнительное освещение, и видите, как все меняется от того, что ты просто встал под небольшой источник света. Это еще без всяких рефлекторов. К сожалению, 1080p 30 fps это к тем людям, которые будут нападать и кричать: конкурент 14T, Xiaomi 14T Global или 14T Pro, что за шлак. Но вот фронталка у Realme значительно хуже. Это факт. И еще раз рассвет, 4К 60 fps. Вот так сможете снимать этот волшебный смартфон. Очень забавно наблюдать везде рекламу Xiaomi, когда ты делаешь сравнение его с Realme. Xiaomi Flip. Давайте будем честны, главное, что ты снимаешь, а не на что, да? Когда цвета яркие, сочные, хотя он перекручивает цвета, всегда все круто. Количество архитектурных решений, конечно, в Азии просто завораживает. То есть до такой степени все друг к другу не подходит, но в то же время к этому быстро привыкаешь. То есть что-то из Центральной Азии, где-то европейская архитектура, где-то вообще непонятно какая. Все поналеплено, но зато интересно всегда. Всегда что-то необычное на всех улочках. Просто не мог вам не снять, я вижу чувака с пикселем X2, X1, еще раз X2. И эта тема, конечно, запоминаем, что мы увидели человека с пикселем. Вживую. Вау. О, я нашел буддийский храм. Нет, не буддийский храм. О, я нашел церковь. Христианскую, по сути. Да, церковь. Но видите, здесь все с местным колоритом. Ты смотришь на крышу и думаешь, что, а может, это буддийский храм, учитывая расцветки. А нет.
Вот такая вот многоконфессиональная столица. И вот там, видите, кое-что другое. Уже прям рядом красуется. 21 век, X10. Вот сюда я пришел за визой. Может быть, мне ее и дадут даже, кстати. Скатаемся в Нью-Йорк. 4К 60 FPS, Starbucks. Такие вот кружечки разные, стаканчики и фишечки. Стоит это дело 3000 рублей. 950 бат. 3000 рублей. А это дело тоже 3000 рублей. А это дело дороже. Не 2400. В общем, как-то я переживу без кружек. 60 FPS. Съемка с одной руки. И еще один прибывающий поезд. Здесь уже другая реклама очень крутых часов. Туадор или Тудор. Тудор. Так, основа 4К 60 FPS и съемка с одной руки. Двигаюсь, как говорится, максимально плавно. И вот так примерно вы сможете снимать ночью покатушки на байках, хотя желательно этого не делать. И особое внимание хочу уделить тому, что ультраширик я таким образом тестировать не буду, потому что вы сами его видели. Лучше бы его здесь просто выпилили вообще и все. Основа еще хоть как-то и хоть чем-то. До этого была основа 4К 60 FPS, вот теперь 4К 30 FPS. Я думаю, вы видите разницу. Если не видите, это либо очень хорошо, либо очень плохо. Но, скорее всего, очень плохо. Вот так примерно вы сможете снимать с одной руки в 30 FPS. Ну что, я особо хочу отметить автофокус. Пусть здесь даже картинки у меня много вопросов. Но вот автофокус работает по мне очень неплохо. Сейчас включу паузу, подожду, пока появится кофе, чтобы с дополнительным, кстати, освещением показать вам, как это дело может снимать. Так, ну вот по идее сейчас уже начаться должна съемка с левой руки, что правой я планирую поднимать и опускать. Иначе опять мне лупанет, как в прошлый раз, прямо в смартфон. Вот так сможете снимать, как по мнению многих завариваете не очень полезный кофе, так как здесь а-ля пищевой алюминий, и все-таки я нагрелся. Ладно. Ну что, здесь уже без дополнительного освещения, 95% успеха у нас. Кофе получилось. Съемка удалась. Вот смотрите, вам какая больше нравится фотография на фронталку, это или это? Здесь у нас все натурально, круто, можно там осветлить, но здесь у нас уже с пересветом. И если брать готовый вариант, несмотря на то, что здесь круче, это Xiaomi, я бы выбрал Realme. Почему? Потому что, не думая, ну ты хотя бы здесь лицо видишь. А здесь тебе надо и экспозицию менять, и еще много чего химичить. Хотя в итоге у тебя будет небо и земля по качеству фотографии. Но вот именно для того, чтобы быстро все отправить, умнее здесь. Здесь еще интереснее, потому что здесь 14T основной модуль. И GT6 китайской версии основной модуль. И интересно здесь то, что я могу, конечно, показать вам детали и рассказать, что у GT6 есть проблема с передачей этих деталей, вытягиванием из темных участков, но по факту самое интересное, что GT6 лучше здесь справился с передачей цвета, потому что Xiaomi, как бы я его не хвалил в видео и в конце я буду хвалить, не получилось у него вообще. И с зеленью то же самое. То есть зелень здесь не важно какое освещение, день, она ближе по цветам GT. И основной модуль в лифте здесь, разумеется, вот я вангую, что здесь 14T. Почему? Потому что здесь 14T. Потому что фотография значительно лучше. Здесь мыло мыльное, чудо чудное, но сравнивать даже нечего. В целом, есть сценарии, в которых Realme
иногда будет показывать себя по мне лучше. Я хочу обратить ваше внимание, что вот смотрите, обычные фотки, которые ты не думая делаешь, и структура, и все остальное вблизи, какие-то предметы, он справляется великолепно. По фронталке я уже говорил, в сравнении с 14Т есть местами какие-то плюсы. Если брать фокус, если брать его работу с цветом, то местами он очень хорош. Это не профессиональное устройство, и фронталка ужасная. Но при средней температуре по больнице, когда тебе не особо нужно что-то супер-мега-феерично-фантасмагоричное, этого девайса вам хватит за глаза. Вот оно, а-ля постановочное фото. То есть здесь было безумно много солнца, безумно много света. Оно интересное. Здесь и байки, и машины, и здания, и еще и намешано всего чего. И если у вас будет подобное устройство в руках, для социальных сетей вот это вот все за глаза и за уши. Но повторяюсь, что вот подобные фотографии, какие бы они ни были вроде бы классные, они способны для вас появиться и на более бюджетных устройствах, это раз. И два, все очень часто зависит от того, что и как и где вы снимаете. Смартфоны в этой ценовой категории и дешевле на $100, они плюс-минус одинаковые фото. Повторяю, что GT6 глобальный, он намного круче по фотографии и по возможностям. Минусы: нет беспроводной зарядки и нет реверсивной зарядки, нет телефотосенсора, слабый фронтальный сенсор и региональная блокировка. Гипотетически возможно, хотя очень сильно вряд ли вы на нее попадете. К плюсам отнесу цену, которую вы можете увидеть по ссылке в описании к видео, если вы смотрите это дело на распродаже. Почему? Потому что на сейле вообще 32 тысячи обещали. Я очень сильно сомневаюсь. Посмотрим. Учитывая курс, мне кажется, хороший ценник на него это в районе 35. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень сильно поможете проекту. Так, резюмировать я бы хотел сейчас максимально долго и мучительно, с одной стороны, с другой стороны реактивно. Смотрите, по поводу оповещений. Все настраивается, но нужно читать форумы. По поводу игр. Можно подшаманить, можно подобрать под себя настройки, и есть он будет значительно меньше. По поводу автономности. Многие, кстати, на нее уже ругаются. То же самое. Шаманишь с оболочкой, у тебя все получается. Но это устройство, которое ты не можешь просто купить в магазине и получить суперскую съемку. Если говорить про игры, кайф, но нужно настраивать под себя и подбирать те настройки, при которых он сильно не будет сбрасывать яркость. С другой стороны, вы знаете, что у меня есть прожарки, на прожарках я играю я обычно в 4 часа ночи. Вот в 4 часа ночи в темном помещении, даже с лампой, когда меня подсвечивает, мне яркости этих 290 люксов хватает. С другой стороны, я за это их и хейчу аппараты. Когда они так перегреваются, сбрасывают FPS, кайфа на 290 люксов при 60 FPS в PUBG New State ты мало ощутишь, откровенно. И в итоге у нас классные экраны LTP Ocean. За копейки процессор 8 Gen 3, за копейки оболочка, притом адекватная, русский язык, все бенды. Если он реально будет стоить 1032, все эти там региональные блокировки, которых, скорее всего, на Алихе их нету. Вот сколько у меня народ не покупал, ни разу не встревал вот именно с этой моделью, что у него была блокировка. Можете написать, если вы были первым. Все магазины, там, плеймаркеты встают, и у тебя проблем нет. И вот 32-35 плюс налог, бомба, пушка, гонка, и плевать на все эти недостатки, что я перечислял, и еще кто-то вам будет перечислять. Почему? Потому что здесь есть все, и есть даже больше, чем мы ждем за этот прайс. Да, нет телевика, да, съемка печаль, но фото более-менее. В принципе, они у всех уже более-менее, даже за $200. Напишите свое мнение, стоит ли вообще обозревать эти китайские смарты, интересны ли они вам. Напоминаю, что я еще снимал на него в Куала-Лумпуре одним кадром целый день, и съемка была не очень. Можете посмотреть на Польза Лайв. Еще сделаю обзор одним кадром, возможно, с чем-то буду его еще сравнивать по съемке, чтобы вы понимали, как плохо может сделать Realme в плане съемки. Повторяюсь, девайсу от меня однозначное «да» за свою стоимость и за ту стоимость, что я приобретал. Я его брал за 34. Добра и удачи вам, дорогие друзья!